описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина Buff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем привет! Мы находимся на китайском сервере, 28-й день сезона. И первая неделя слияния, оно же континентальное испытание, у нас уже заканчивается. То есть сегодня последний день. И наконец-таки сегодня у нас наши главные игроки на сервере отбили боссов. Давайте посмотрим, что у них там получилось. Ну а для того, чтобы примерно понимать, да, что происходит на боссе и почему там команда, как она работает, какие там условия, мы зайдем на тестовый сервер и уже с переводом посмотрим особенности босса. Ну да, конечно, посмотрели. И здесь посмотрели, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Замечательно. Ну тогда по старинке будем с китайского переводить. Здесь у нас условие, что когда у нас полное здоровье, то урон повышается на 20%. Также здесь условие: за каждый эффект какого-то бафа, усиления, у нас снижается получаемый урон на 5% до 5 эффектов, учитывается. То есть на 25% у нас можно снизить урон. Ну а навыки давайте здесь быстренько пробежимся. Ну обычный филта, то есть получает сбор, бьет по площади. И, соответственно, бьет по трем линиям. Ну, сильнее и быстрее, если успел набрать эффектов сбора. Ладеля у нас каждый раз, когда на босса успешно накладывается негативный эффект, каждый стак этого эффекта увеличивает получаемый боссом урон на 1%. Максимум до 30%. Босс получает на 30% больше урона от атак, основанных на мастерстве, просвещенности. И на 30% меньше урона от критических ударов. Кстати, частично здесь перевели. Навыки здесь у Синтрели обычные, то есть банши одинаковые, да, и призывает дубликат. Если дубликат уже есть, то получает вот такие вот бафы. У Ладели здесь удар по площади видим, да, то же самое, и призывает демона, который еще будет штраф к атаке накладывать. Пассивные навыки здесь вот такие вот, и собственно все. Эргандер: за каждый дополнительный боевой юнит ближнего боя, размещенный фракцией героев, наносимый урон увеличивается на 3%, а получаемый урон уменьшается на 3%. Также каждый раз, когда герой фракции использует навык, он получает увеличение урона на 1,5%, суммирующееся до максимального значения в 30%. Навыки здесь такие вот. Отличаются от нашего Эргандера, да? Здесь у нас есть еще штраф к защите. Рассеивает негативные эффекты с себя, наносит урон ядом. Так. Снижает готовность. Мерзко, очень мерзко. То же самое, мерзко. И здесь у нас наносит врагам поражение, накладывает на героя эффект усиления контратаки. Под воздействием этого эффекта Эргандер наносит дополнительный урон контратакой за счет своего пассивного навыка, а также вызывает снижение скорости перезарядки. Мерзкий босс. Но я думаю, что мы справимся. Лосения у нас здесь с прихвостнями. Как звучит ее эффект? За каждый дополнительный юнит героя дальнего боя, размещенный в фракции героев, урон, наносимый героями дальнего боя, увеличивается на 5%. Использование героев одной стихии в составе команды дает бонус к уменьшению урона на 10%. И навыки здесь у нас связаны с морозом. Перескакивание мороза, урон холодом. Здесь у нас помечает союзника. Помеченный союзник наносит урон холода. Похоже на нашу Лосению, да. Такой вот эффект у нас он такой же. Здесь у нас ульта призывает в указанную точку ледяное торнадо. Торнадо ежесекундно наносит урон врагам и с шансом 100% мороз. То есть то же самое. При 4-м и 8-м применении ледяного торнадо призывает Хахадира и Люсьена на помощь. Какой-то новая механика босса с призыванием, да, в течение боя. Пассивный навык продлевает действие ля-ля-ля. То есть навыки у него здесь просто одним текстом расписаны, не отдельным меню. И навыки у него такие же, как у нашего Хахадира. Люсьен накладывает щит, дающий ля-ля-ля, бросается к врагу. То есть похоже, да? Только единственное, что штраф атаки. Здесь у нас, по-моему, обычный Люсьен этого не делает. Плюс ко всему он, по-моему, щит не повторяет, насколько я помню. В общем, вот такая вот компашка здесь подобралась. Довольно-таки неприятная будет компания. Но сейчас мы увидим по урону на китайских серверах, что здесь неплохо так урон вносит. Виктор. У нас здесь каждый уникальный негативный эффект на боссе уменьшает наносимый им урон на 10%, учитывается не более 5 ослаблений. А также каждый раз, когда фракция героя снимает или противодействует негативному эффекту, он получает прибавку к атаке в размере 1%, которая суммируется до 50 раз. То есть мы повышаем свою атаку. Какие у него здесь навыки? Так. Такие же навыки, по-моему, как и у обычного Виктора.
Наносит двум случайным врагам урон огнем, рассеивает щиты, накладывает запрет усилений. То же самое. И здесь у нас наносит всем врагам огнем, преобразует та-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, вроде бы то же самое. Единственное, что, по-моему, у обычного Виктора нету оглушения. Здесь у нас есть еще и оглушение. Неприятный босс, но, думаю, тоже справимся. И Ирмуш. Последний босс — это у нас Ирмуш. Один эффект видим, что если в бою участвуют герои с фракции героев, как минимум 3 разных стихий, они наносят на 50% больше урона. Ну а основной эффект здесь вероятность успешного применения любого негативного эффекта, уменьшение силы, то есть ослабление, все, короче. В общем, все. К любой из сторон на поле боя снижается на 25%, то есть мы будем постоянно промахиваться. И как я уже проверял, схема с сундуком и Виньярой здесь работает не очень хорошо, потому что все они постоянно промахиваются. И поддерживать замедление и сбивать энергию стабильно не получается. Ну, у меня не получилось. Пассивный навык в форме с луком получает эффекты. В общем, похож на нашего Ирмуша, да? Наносит всем врагам и накладывает на союзников усиление защиты и усиление атаки. Применяет форму с двуручным мечом, прыгает, удар молний, так шансом немота, шансом штраф к атаке, рассея энергия. В общем, как наш Ирмуш. Вот такие вот противники. А теперь давайте посмотрим, что, точнее, кого у нас били в Китае в первую неделю. И, ну и, соответственно, какой урон нанесли. Итак, первое место. Казалось бы, 2 команды, почти 3 миллиарда урона. Это наш топовый игрок с неустрашимыми. Здесь у нас участвует глубинный дар. И ту самую Лосенью он и этой командой побил. С учетом глубинного дара есть у меня подозрение, что он очень сильно, тем более 5-е пробуждение, очень сильно снижает энергию Лосени. Сопротивление есть 179. Здесь нету. Обычная сборка куклы. То есть атака крит урон, видим. Скорость атаки есть. Так, у Кульвиды все в атаку. И точность. Здесь сопротивление, я так понимаю, просто случайно с руной попало. А не было специально собрано, потому что сопротивления здесь ни у кого нет. Здесь у нас как можно больше в атаку, но при этом не забыли про... Единственное, что его собирали на дополнительных характеристиках. Видим здесь крит урон плюс 2, да. Здесь у нас плюс 4 крит урон, ну и так далее. А основной параметр атака, процентная атака, то есть ей как можно больше атаку. Глубинный дар, куча точности и есть некоторое количество сопротивления, хотя я не совсем понимаю, зачем оно, но оно здесь есть. Может быть, какой-то талант здесь связан с сопротивлением. Ну, в любом случае, увидим. Ускорение навыков 98. Значит, он специально собирал. Ну, естественно, это глубинный дар, да, и здесь чаще всего мы ускорение навыков собираем. И Таривол. Таривол все так же в скорость атаки и крит урон. Ой, крит шанс. Джин уже с 4 пробужденными талантами. Неплохо, неплохо. 800 атаки. Ну, кстати, давайте посмотрим, сколько здесь защиты у босса. Защиты у босса 1900. Ну, вроде бы немного, но и вроде бы и немало, не знаю. Филта. 1,6 миллиард. Но здесь у нас Сецидис плюс 5 и Мааштур и Рейта плюс 3. Очень сильная команда. И очень сильный урон, даже больше, чем получается, чем у неустрашимых. Казалось бы, да? Но вот так вот. Рука еще пора... Рука еще, видимо, рано выкидывать на помойку. Правда, единственное, что Мааштур и Сецидис плюс 5, да, накладывают свои нехилые требования. Мааштур обычный, скорость навыков 68, точность и вроде бы все. Ничего такого особенного. Сецидис максимально в урон. 6150 атаки, это капец. Как он ее столько наковырял? Ну здесь вот дополнительный параметр, да, на плюс 4 на атаку. Здесь атака на плюс 2. Здесь ее вообще нету. Здесь атака плюс... Ну, вроде бы немного плюсов на атаку, но да, 6100. Еще и крит урон 300% почти. Рук 391%, ускорение 23, то есть немного так формально. Это тот самый сет у нас, кто не помнит, был, по-моему, в прошлом сезоне, когда он крит урон на 24, по-моему, процента увеличивает, насколько я помню. Сакридея максимум в атаку. Здесь у нас атака процентная, здесь у нас атака процентная. И на остаток крит шанс, крит урон. А так больше вроде бы ничего такого. Рейта у нас с ракушкой. Тоже, кстати, с атакой. Она ее раздает. Ну и все. Код у нас вот такой. Не пробужденные таланты вообще. Ну, понятно, что
2 питомца с 6 талантами на каждого пробужденного питомца. Ну, не то чтобы легко найти. В первую очередь он взял Джина, потому что у него основная команда — это команда неустрашимых. На воронке я имею в виду и вообще. Вот такое вот серьезное первое место. Второе место уже заметно ниже. 1 200 000 000. Команда та же, только рейта плюс 3. На 400 миллионов с копейками меньше. Рук здесь у нас заметно хуже, потому что 376 и нету бонуса от сета 24%. То есть заметно хуже. Сакредея тоже в атаку, на раздачу. Сецидис на 40, на 50 почти процентов хуже крит урон. Маштур обычный, ускорение чуть поменьше. В остальном точности побольше. Рейта у нас так, в атаку он ее почему-то не сделал. Очень много точности. Третье место. Ладелия и Филта. Ладелия он ударил новой командой яда. Причем с Твичом, и причем с Ловкачом, и причем с Сакредеей. Сакредея там сопротивление урону противнику уменьшается, насколько я помню, 15%. И увеличивает урон, по-моему, от яда на 15%. То есть, ну, она здесь усиливает яд. То есть, как, допустим, Этерил мы ставим в ледяной взрыв, так и Сакредею ставим в команду яда. Раньше мы такое делали. Я помню, мне Феном, по-моему, подсказал. Но с тех пор, как бы, яд особо не играл, поэтому мы вообще про него уже забили. Новая эксклюзивка дает нам возможность ядом снова поиграть. 533 просвещенности, атаки, точности 130 ему хватило. Обычный артефакт вот этот для ядовиков. Рейта у нас здесь не стал он никакую атаку раздавать. Крит шанс не собирал. Точность, только точность. Зачем столько точности, учитывая, что у нас уменьшение сопротивления на 35% у противников, я не знаю. Ну, в общем, он собрал так. Сакредея у нас здесь 192 единицы точности, очень много атаки, он ей собирал на раздачу. Ловкач, кстати, с артефактом. Здесь у него максимум атаки, просвещенности немного и, собственно, все. Ничего такого. Твич как-то вообще непонятно одет. Много атаки, он ее не раздает. Что-то увеличивает шанс наложения ядов. Урон неплохой, да, но уже в Китае показывали больше. И у него дракончик. Филта, а вот это вот уже серьезный урон. Вот такого я еще не видел. Но здесь у нас 900, то есть почти миллиард. Билдель, ты что творишь? Максимум в урон, видим, очень много атаки, талант на лечение. Шина, максимум атаки на раздачу. Филосия, 188 просвещенности, ускорение 56, вроде бы все. Ну защиты 2700 плюсом. И очков здоровья много. Фредгунда плюс 5 и артефакт. Очень много крит шанса. Неплохо атаки, крит урона на остаток. И Этерил. Она здесь у нас с ракушкой. Что у нее здесь? Ну, какое-то количество атаки и все. Больше я ничего тут не вижу. Точность для того, чтобы разлом накладывался. И 30 ускорения навыков. Вот этот новый мифик на 40 ускорения. Здесь у нас Джин тоже. Четвертый игрок наш. Миллиард почти. Новая команда яда. Причем, да, тоже с артефактом. Ну, в общем, смотреть тут особо тогда нечего. И смотрите, 383 миллиона. Фредгунда плюс 2, без артефакта. Здесь еще нету Этерил. Пятая команда. Яд у нас здесь, я думаю, что без артефакта, да. 700 миллионов, мне кажется, наверное, неплохо. Хотя в Китае уже показывали 900 без артефакта делали. Ну, пролистаю их быстренько, потому что нового мы здесь, я думаю, что ничего такого не увидим. Тоже Сакредею использовал. Код уже с пробужденными талантами. Так, а вот и команда Ауры. Что-то... первое пробуждение. И здесь без пробуждения. 533 миллиона. Ну, неплохо. Ничего себе. То есть она на плюс 2 там под миллиард уже нанесет. А плюс 5, я думаю, что там вообще капец, что будет происходить. Наверное, под 2 миллиарда. Ну, 1,5, наверное, точно, да? 317 крит урон, ну, неплохо. 67 тысяч здоровья плюсом. Да, неплохо. Линкас в атаку. Дианта. Вспомогательная функция, никакого урона здесь нету. Анализис, как обычно. 54 ускорения. И Ацилия. Ускорение навыков 19, то есть, ну так, просто. Где-то там наковырялось, то есть ничего не собирал дополнительно. Вроде бы все, да? И вот такой вот код. Так, шестой. Это тот самый странный игрок с аурой.
842 миллиона. Ну, с такой командой, мне кажется, что он просто поставил команду с воронки и вообще ничего не менял. Ой, да ну неужели он сменил свою неуязвимость наконец-таки на мифик, на атаку. Ну поставил ее сюда, мифик этот. Ну странно, конечно, забивает вообще. Кое-как отбивает тут, но все равно в топе в каком-то держится. Таланта не докачал коту. Здесь у нас команда яда, кстати, Слотер. 256 миллионов. Ну, это совсем слабо. Даже я своим твичом без пробуждений, по-моему, он у меня Слотером набил. У него еще и артефакт. Даже я набил 460, а этот 252. Я даже его показывать не буду. Это просто команда на коленке сделана. Топ-7. Тоже очень плохо. Такой командой набивали... подождите-ка, что значит очень плохо? Лавкач, да, плохо. Лавкач. 500 миллионов. Ну, я, конечно, покажу, но это плохо. Этой командой набивали 600. Без лавкача, по-моему. Чисто с твичом. И Дуранго. Я, правда, не смог повторить, но 540, да. Сицидис без пробуждений. Ну, на всякий случай покажу. 380, ускорения нету. Сицидис у нас 254, 200. Ну, более-менее, кстати. Вроде бы одето уже. Учитывая, что 28-й день сезона, вполне себе нормально. Сокредея в атаку. Здесь у нас непонятно что. Еще и Агок. И Джин. Джин 5 талантов, ничего себе. 548, ну окей. 8-е место. Так, он еще не отбил. 949. Сицидис плюс 2. Давайте я вам покажу. Еще не отбил. Ну, кажется, что мало. Хотя, может быть, не, но учитывая 1 600 000, кажется, что мало. Сколько у него там было? У него же был 1 600 000. Ну да, правда, здесь Маштур и Сицидис плюс 5. Ну, не знаю. Посмотрим. Так, здесь у нас 500, 300, кстати, горением. С Филта пошел через Джорна. Такое ощущение, что маловато. Хотя нет, Филты там они... на расстоянии друг от друга, поэтому взрывы не задевают соседнего Филта, и поэтому урон совсем другой. Ну, кстати, голема поставил зачем-то. Неужели кота нету? Либо хотя бы Джина. Топ-10. 500 миллионов с Викана он сделал. Ну, кстати, наверное, неплохо. А разве Викана здесь может какой-то урон нанести? Твичу ставит этот артефакт. Сокредея. Викана. Дракончик вот такой вот. Филта. Ну, совсем другие цифры, да, 295. Ну и все. Я думаю, что больше ничего хорошего мы здесь не увидим. Люди поотбивали так себе. Даже я тут на 20 месте. Я, кстати, вторую команду еще не отбил. Я уже сохранил ядом. Такой вот вариант выбрал. Надо было твича... Я собирал по видео из Китая. А здесь у нас получается вот так вот. У видео из Китая 600 миллионов такой командой набил. У меня получилось это максимум, что я смог сделать. Вот такую вот команду в Китае показывали. 1 170 000. Здесь лавкач с артефактом. Я сейчас не вижу смысла там какие-то тайминги показывать, да, которые там человек рассказывает. Я это уже покажу, когда у нас будет близко континентальное испытание. Просто знаем, что вот такой вот урон может выдать эта команда. Но обращу внимание, здесь рейта, то есть если у вас есть команда разъедания, то я не знаю, придется менять рейту на кого-то еще. То же самое с Акредеей, которая у нас будет в команде разъедания, потому что, я так понимаю, разъедание набивает больше. Хотя, учитывая пробуждение, да, что здесь их нету. Ну, лавкач с артефактом, да, пускай, но все равно. Пробуждения нету, и такой урон очень даже неплохо. Такой вот урон был без артефакта, 960. Я имею в виду у лавкача, 960 миллионов. Тоже вполне себе неплохо, опять же, рейта и Сокредея, да. Ну и команда разъедания. 1 600 000 с бипом. Рейта здесь плюс 2, Сицидис плюс 5, видим. И с Маштуром то же самое. Ну, грубо говоря, то же самое. Если бы была рейта плюс 3, было бы еще больше. Насчет команды из сбора, какой урон она здесь будет наносить, нужно проверять. Я имею в виду с новым эксклюзивным героем. То же самое нужно делать с призывом, потому что здесь у нас старые игроки, я имею в виду, что у них здесь команды уже неустрашимости собраны, разъедания собраны. Для не совсем зажиточных и старых игроков было бы неплохо узнать, что могут новые эксклюзивные герои, да, без пробуждений, без всего вот этого вот, которых нам предлагают в этом сезоне в 7-м собирать. Со старта сезона, потому что дают баннеры только на
одну школу, конкретную, это у нас сбор, призыв и яд. Яд, понятно, можно собирать, отличный урон, и без эксклюзивных героев. А насчет остальных пока что под вопросом. Надо будет потестировать на тестовом сервере, либо посмотреть, что будет в Китае на 2-ю и 3-ю неделю, когда там они будут уже вынуждены ставить какие-то другие команды. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.